One of the things that you need to understand in order to really get a good grasp on what's happening in the Old Testament. Одна из вещей, которую вам необходимо понять, чтобы хорошенько разобраться в том, что же происходит в Ветхом Завете, Goes back to the book of Leviticus. это как раз таки то, что мы читаем в книге Левит. Leviticus chapter 26. Левит там, или просто Левит 26 глава. Таинственный ключ к пониманию истории Израиля. If you can grasp what's happening in Leviticus 26, it will open up much of the Old Testament for you. Если вы сможете разобраться в том, что же происходит в Левитам 26, вам откроется очень многое в Ветхом Завете. Because in this passage, Поскольку в этом отрывке God tells Israel, Бог говорит Израилю: if you obey my word, I will bless you. если вы послушаете моих слов, я благословлю вас. If you disobey me, I will curse you. Если вы ослушаетесь меня, будете непослушны, я прокляну вас. Now sometimes when we see the word curse, we think, oh, God's going to send somebody to hell. И порой, когда мы читаем слово «прокляну», у нас все дрожит, и мы думаем: Бог пошлет кого-то в ад. But if you simply read your Bible, you will discover that that's not the meaning of the curse. Но если вы просто внимательно читаете свою Библию, то вы понимаете, что такое значение слова «проклятие», это не является корректным. But the curse is something that God brings on people in time. Но проклятие — это нечто, что Бог наводит на людей во время земной их жизни. So he begins chapter 26 by saying, you shall not make idols. Итак, 26 глава начинается с того, что не делайте себе кумиров. In verse 2, you shall observe my Sabbaths and reverence my sanctuary. Во втором стихе говорится: «Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите». Now, verse 3. Итак, стих 3. If you walk in my statutes and keep my commandments, Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить, then I will give you rain in its season. то я дам вам дожди в свое время. So if you obey, then I will bless you. Итак, если вы послушаетесь меня, я благословлю вас. Now remember that he is speaking in terms of an agricultural economy here. И обратите внимание, здесь Бог говорит людям, которые живут, сельским хозяйством. Это сельскохозяйственная экономика. So when he talks about abundance of produce from the land, this doesn't simply mean food from the garden, but it means economic prosperity. И да, в аграрной экономике, когда говорится там о том, что земля даст произрастание, это не просто, что будет там еда собственного огородика. Это значит, что будет вообще экономическое изобилие. In verse 5, your threshing shall last till the time of vintage. Стих 5 говорит: молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. He's saying you're not going to run out of food. Иными словами, у вас никогда не закончится еда. Okay? Это круто. Yeah, it's just a cycle. You're going to have enough food until you have the next crop. То есть, иными словами, вот просто у вас будет один цикл урожая за другим. У вас будет хватать одной еды вплоть до момента, пока пойдет урожай следующий. Your vintage shall last until the time of sowing. Собрание винограда будет достигать посева. You'll eat your bread to the full. И будете есть хлеб свой досыта. And dwell in your land in safety. И будете жить на земле вашей безопасно. Very simple. God says, you obey me. Все очень просто. Бог говорит: слушайтесь меня. You're going to live in safety. И будете жить безопасно. И кушать досыта. I'll give you peace in the land. И 6 стих: пошлю мир на землю вашу. I'll rid the land of evil beasts. Сгоню лютых зверей из земли вашей.
which means there's not going to be violence. Иными словами, не будет никакого насилия физического. The sword will not go through your land. Меч не пройдет по земле вашей. This is going to be freedom from military Будет invasion. свобода от всяческого рода военных вторжений. You'll chase your enemies. Будете прогонять врагов ваших. They'll fall by the sword before you, means you are going to have military victory. И падут они пред вами от меча. Иными словами, у вас будут военные победы. 5 of you will chase 100. 5 из вас прогонят 100. 100 will put to flight 10,000. 100 из вас прогонят тьму, то есть 10 тысяч. Yeah. So you see this one Israeli soldier То есть вы видите вот этого одного израильского солдата, chasing enemy soldiers, many of them. как он догоняет целую толпу, целый взвод вражеских солдат. And this soldier says, И этот солдат говорит: "You was lucky my husband wasn't here." Вы еще счастливчики, что моего мужа здесь не было. That's the idea. Вот такая вот идея. He says in verse 9, I will look on you favorably, make you fruitful, multiply you, and confirm my covenant with you. Стих 9. «Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами». Blessing. Благословение. 11, I'll set my tabernacle among you, my soul will not hate you. Стих 11. «Поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. I will walk among you and be your God. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом». He said, I'm the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. «И я Господь, Бог ваш», 13 стих, «который вывел вас из земли египетской». I have broken the bands of your yoke and made you walk upright. «И сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятую головою». God says, I brought you out of slavery. И Бог говорит: «Я вас вывел из рабства, And I am promising to bless you и я обещаю благословлять вас, if если you obey me. послушаетесь меня». Now, in verse 14, Стих 14 дальше читаем. but if you do not obey me, «Если же не послушаете меня if you do not obey all these commandments, и не будете исполнять всех заповедей, if you despise my statutes, если презрите мои постановления, or if your soul abhors и my если judgment, душа ваша возгнушается моими законами, so that you don't perform all my commandments, так что вы не будете исполнять всех заповедей but моих, break my covenant." нарушив завет мой». Now he begins a series of 5 cycles of discipline. Ну вот тут-то и начинается вот эта серия 5 циклов дисциплины. God says, you don't want to obey me? Бог говорит: вы не хотите меня слушаться, да? Well, then I'm going to do this for you. Вот что в таком случае с вами случится. I'm going to bring these bad things on you. Я наведу на вас вот все эти ниже следующие неприятности. Why? Почему? To get you to return to my laws. Чтобы вы вернулись к моим законам. I want you to live according to my word. Бог говорит: я хочу, чтобы вы жили по слову моему. If you don't, Если вы этого then I'm going to punish you не сделаете, то я буду so наказывать that you'll вас, come back to me. чтобы вы вернулись ко мне. But if you don't listen to me, Но если вы не послушаете меня, then I'm going to increase your burden то я увеличу бремя, которое будет на вас, to get you to come back. чтобы побудить вас, составить вас If it вернуться. starts to hurt more, То есть, если уже начинает больше печь, okay, I don't want this. припекать, да, жареный петух, тогда, Бог, So я больше God's не хочу. discipline is to get His children to come back to Him. То есть, Божья цель Божьей дисциплины в том, чтобы его дети вернулись к Нему. He said, if you don't do that, I'm going to
add even more to your punishment. И Бог говорит, что если вы и тогда не послушаетесь, я еще добавлю к вашему наказанию. And if for all that you still don't listen, И если после всего этого вы все еще не будете слушать, then I'm going to increase it тогда рубильничек еще дальше пойдет to the наказание. point that you become slaves in your own land, you'll be invaded by enemy powers. Так что вы станете рабами в собственной земле, и на вас будут завоевывать иноземцы. And if you still won't listen to И me, если вы все еще не послушаете меня, then I'm going to destroy you as a nation. тогда я вас уничтожу как народ. Now, И what вот, we see throughout the Old Testament, что мы видим по всему Ветхому Завету? these 5 cycles of discipline, Вот эти 5 циклов дисциплины. over and over again. Снова и снова. And sometimes they'll go through 1 or 2 and then they'll come back to the Lord for a short time. И порой народ проходит по первому циклу, по второму, и потом до них But then they доходит, turn their они back on the Lord возвращаются again, к Господу снова, and потом God они increases the discipline. снова от Него отворачиваются, и Бог усиливает дисциплину. And then sometimes they'll turn back, И иногда доходит, они A little. отворачиваются от греха ненадолго, к Богу and приходят. God will reduce the suffering, Бог преуменьшает немножко but then страданий, they go apostate again потом они отступают от Него снова, until things get really bad. до тех пор, пока все не становится уже совсем плохо. And then God turns up the heat. И потом Бог уже повышает жар в печи по максимуму. And then what happens? И что случается? Okay? They get invaded by a foreign power, На них нападают иноземцы, and finally they get destroyed. и в конце концов их уничтожают. Northern Kingdom, Сначала Северное царство, 722, 722 год, 5th cycle of discipline. это вот уже 5-й цикл дисциплины. Southern Kingdom, Южное царство, 586, 586, destroyed as a nation. уничтожено как нация. Just as God said. Прямо в точку, как Бог сказал. Now He brought them back, Бог вернул их, конечно же. but again they go apostate. Но они снова от Него отступили. Come down to the time of Christ, Наступили времена Христа, and they are living under this 4th cycle of discipline. They are under the domination of Rome. и они снова живут на 4-м цикле дисциплины, они под властью римлян. They have the enemy living in their own land. Получилось так, что враг жил в их собственной земле. Jesus offers Himself as their Messiah, their Пришел King. Иисус, предложил им себя как их Мессию, как их царя. And they said, we will not have this man reign over us. И они сказали, мы не хотим, чтобы этот человек правил над нами. Okay? Ну, хорошо, нет. What happened? Что случилось дальше? 70 AD. 70-й год, наша эра. Another date that you ought to know. Еще одна дата, которую вам нужно помнить. Very important date in human history. Очень важная дата в человеческой истории. Israel destroyed as a nation Израиль снова уничтожен как нация. under the 5th cycle of discipline. Снова по 5-му циклу Scattered дисциплины. all over the earth. Рассеяны по всей земле. Now, Теперь let's take a look посмотрим at these 5 cycles. на эти 5 циклов дисциплины поподробнее. And you remember these as you are reading your Old Testament. И помните обо всех них, когда вы читаете свой Ветхий Завет. Андрей, правильно, нация или государство? Именно что имеется? So, destroyed as a nation or destroyed as a state? Because like nationally there are Jews even after 70, there were Jews, but when you say nation you mean both state, like government, Government, yeah. and... Certainly there are racial Jews, they will always exist. Ну, однозначно евреи, как мы говорим, как нация, да, они всегда были, существовали и будут существовать. Но когда мы говорим нация, то имеется в виду именно как
нация в полном смысле слова, то есть имеющая государство и независимое государство. Да. So for up until 1948, То есть до 1948 года there was no national entity known as Israel. не было такого, скажем так, не было государства или национального образования, известного как And Израиль. there is a national entity today known as Israel. There is. Да, в наши дни есть такое государство на карте, которое называется Израиль. But Israel is still under the curse. Но Израиль все еще под проклятием. And half of the Jews in the world are still living in foreign nations. И половина еврейского народа до сих пор в наши дни живут в других народах. And a very large percentage of those Jews living in Israel today are atheists. И очень большой процент евреев, живущих в земле в наши дни, это атеисты. And Jews living in nations around the world also, for the most part, are atheists. Ну и большая часть евреев, живущих по всему миру, также атеисты. So they continue to be under the curse today. Поэтому они продолжают жить под этим проклятием в наши дни. Okay. But let's see what happens. Но давайте посмотрим, что же получается. The cycle of discipline. Цикл дисциплины. There is national judgment for disobedience to the Word of God. То есть каждый из них это вот такое суд над всем народом за непослушание Слову Божьему. It's national judgment. Это суд, касающийся всего народа. This is very clearly spelled out in Hosea chapter 4. И очень четко сказано об этом в Осии 4 главе, Verses 1 to 6. в стихах с 1 по 6. Yeah, we have time to read it. Look at Hosea. Да, у нас есть время почитать. Откройте Осию 4 главу. 4 глава, с 1 по 6 стих. Should they read it? Послухайте слова Ось Господнього, Ізраїлеві сини, бо Господь має плю із мешканцями земними, бо нема на землі ані правди, ні милості, ані богопізнання. When it says the Lord brings a charge, it means this is a legal indictment. То есть, когда говорится, что вот суд у Господа с жителями всей земли, это значит, что буквально Господь подает иск. Бог против Израиля. You are accused of violating God's laws. Израиль, вы обвиняетесь в нарушении Божьих законов. Right, verse 2. Стих 2. Клятва. И обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространилось. И кровопролитие следует за кровопролитием. Okay, we see what's happening Мы видим, что происходит in Israel. в Израиле. All kinds of immorality, Всякого рода аморальность, violence. преступность. So in verse 3, И далее 3 стих. Тому то в жалобу земля упаде, і стане нещасним усякий мешканець на ній, з польовою звіриною й з птаством небесним, і також морські риби погинуть. or when it says the land will mourn, Когда говорится, что земля восплачет, what does that mean? что это значит? It means the people living in it. Это значит, что люди, которые живут на ней, восплачут. Verse 4, Стих 4. Но никто не спорит, никто не обличает другого. И твой народ, как спорящие со священником. all right, verse 5. И далее 5. И ты пойдешь днем, и пророк пойдет с тобой ночью, и истреблю матерь твою. Okay. The problem is not only with the people, but it's also with the ones who proclaim the Word of God. Проблемы не только с народом здесь мы видим, но проблемы и с теми, кто провозглашает Слово Божие этому народу.
It's more clear in verse 6, I think. All right, in verse 6. И вот 6 стих. Погине народ мій за те, що не має знання, тому, що знання ти відкинув тебе, щоб ти не був для мене священником, а тому, що забув ти закон свого Бога, забуду синів твоїх я. In Leviticus 26, И в Левитам 26 главе the 5 cycles are introduced by a phrase that indicates disobedience on the part of Israel. все 5 вот этих циклов дисциплины предваряются словами, говорящими о непослушании Израиля. And then this will be followed by the pronouncement of discipline that God brings upon the nation. И вслед за каждым из этих вот указаний на их непослушание произносится, собственно, мера наказания против Израиля, как нации. So remember, this is national discipline. Поэтому помните, это дисциплина, касающаяся целого народа. What about the godly people in the nation? Что по поводу благочестивых людей в народе? Are they exempt from this punishment? Они каким-то образом как бы не подлежат этому наказанию, каким-то образом они могут укрыться от него? Probably not. They are not. Нет, нет, они не могут укрыться от него. Не являются исключением. Read Daniel 9 when you have opportunity. Когда у вас будет возможность, почитайте Даниила 9 главу. Daniel was a godly man. Даниил был благочестивым человеком. He is one man in the Bible about whom nothing negative is said. Один из очень-очень немногих мужей в Библии, может даже единственный, о котором не сказано вообще никакого негатива. But he says, we have sinned. Но он говорит за весь народ, что мы We согрешили, deserve judgment. мы заслужили наказание. So it's like you living in Ukraine. Это как если бы вы жили в Украине, And I hope that you are living godly lives. и я надеюсь, что вы живете благочестиво все. But when God brings judgment on this nation, you will say, we deserve this. Но когда Бог наводит суд на эту землю, вы обращаетесь к Нему, говоря, мы заслужили это. Because you are part of the nation. Поскольку вы часть этого народа. So as the nation accumulates disobedience and rejects the word of God, И когда народ не слушается Бога все больше и больше, и все больше и больше отвергает волю Божию, then judgment or divine discipline increases. то суд или божественная дисциплина усиливается. And when you read your Old Testament, the historical books and the prophets, И когда вы читаете ваш Ветхий Завет, исторические книги, книги пророков, you see this over and over again. то вы видите это снова и снова и снова. And primarily the prophets are calling the people to come back to covenant obedience. И особенно пророки, они постоянно взывают к людям, призывая их вернуться к послушанию завету. What they're saying is, God has already given His law and you're disobedient to it. Что говорят пророки? Да, Бог уже дал вам свой закон, ребята, и вы непослушны ему. And for this reason, you can expect God to execute judgment on you. И по этой причине можете ожидать того, что Бог свой суд над вами произведет. And this is not talking about their salvation from the lake of fire, И здесь не говорится о каком-то спасении от озера огненного, but rather it's talking about judgment in time. или наоборот отправление в озеро огненное, но говорится о земном суде, Okay. земной жизни. So I want you to make note of these 5 cycles. You may want to mark them in your Bible. И я хочу, чтобы вы как-то пометили себе эти 3 цикла, и может быть даже какую-то заметку вы в Библии сделаете. First cycle of discipline, verses 14 through 17. Первый цикл дисциплины – это стихи с 14 по 17. Famine, И там мы видим голод, illness, болезни defeat. и поражение. Голод, болезни и поражение. All right, let's read verse 16 Давайте прочитаем and 16 стих 17. и 17. То
то я сделаю вот что. Я наведу на вас внезапный ужас, чахотку, лихорадку, от которых меркнет в глазах и угасает жизнь. Вы будете сеять напрасно, урожай съедят ваши враги. Я обращу мое лицо против вас, и ваши враги разобьют вас. Ненавидящие вас станут повелевать вами, и вы побежите даже тогда, когда за вами не будет погони. Okay, now what we see here is terror or fear. То есть что мы здесь видим? Это вот страх, ужас. We see that there is illness. Мы видим болезни, да, чахлость и горячку. It says, you will sow your seed in vain, but your enemies will eat it. Здесь сказано, что будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. It's like stolen crops or someone taking your money. Это как украденный урожай, или как когда кто-то крадет ваши деньги. Это как Израиль захватил урожай. Это как рэкет. And there's going to be defeat by their enemies. И будет также поражение от врагов. All right. Now, in verse 18, Стихи 18. and after all of this, Если и при всем том if you do not obey me, вы не послушаете меня. you see, the whole point is to get them to obey God again. That's why he brought the discipline. То есть вот вся цель этой дисциплины, чтобы они послушали Бога. С этой целью он наводит на них дисциплину. Then I will punish you 7 times more for your sins. То я всемеро увеличу наказание за грехи ваши. It indicates there's going to be a great increase if you don't turn back to God. Иными словами, будет серьезное ужесточение дисциплины, если они не обратятся к Богу после этого. All right, verses 19 and 20. Стихи 19 и 20. Я сломлю вашу упрямую гордость и сделаю небо над вами железным, а землю под вами бронзовой. Вы растратите силы напрасно, потому что ваша земля не принесет урожая, а деревья на ней не будут плодоносить. Okay, now what we have here is economic collapse. Что мы здесь видим? Экономический кризис, экономический коллапс. Drought, bad harvest. Мы видим засуху, мы видим плохой урожай. When it says the pride of your power is broken, it means your economy is destroyed. Когда говорится, что я сломлю гордое упорство ваше, говорится о том, что экономика ваша будет уничтожена. Heavens like iron and earth like bronze. Небо как железо и земля как медь. No rain. Значит, что не будет дождя. And the earth becomes very hard because it's so dry. И земля станет очень жесткой, сухой, ну, по причине отсутствия дождя. And there's going to be a bad harvest. И будет плохой урожай. Это второй цикл. It's a second cycle. Second cycle, yes, verses 18 to 20. Второй, с 18 по 20 стих. All right, the third cycle found in verses 21 and 22. Третий цикл мы видим в стихах 21 и 22. Someone read. Прочитайте кто-то, пожалуйста. Если вы останетесь мне врагами и не захотите слушать меня, то за ваши грехи я умножу ваши беды семикратно. Я нашлю на вас диких зверей, и они лишат вас детей, истребят ваш скот и сделают вас такими малочисленными, что ваши дороги запустеют. All right, here we have violence. То есть здесь мы видим преступность. And notice again, the purpose of the discipline is to teach obedience. И опять же, обратите внимание, цель этой дисциплины – это научить народ послушанию. If you walk contrary to me, you're not willing to obey me. Если вы пойдете против меня, если вы не захотите слушать меня, вот Then he's тогда going to intensify the да, discipline. усилится Now дисциплина. he says, I will send on you 7 times more plagues. И Бог говорит, что я прибавлю вам ударов 7 опять. Now this word indicates something that is painful. И вот это слово, да, прибавлю вам ударов, оно показывает нечто весьма болезненное. Either from disease, И здесь говорится о болезнях, or as a result of being beaten or whipped. либо о физическом наказании, побоях или порке. Then he talks about wild beasts. И далее, разъясняя вот это, что же будет, Бог говорит о полевых зверях. Indicates violence in the land. Говорится о насилии в земле. Violence so severe that the population is actually reduced. Насилие, преступность настолько сильная, что уменьшается численность населения очень сильно.
It will rob you of your children. Усиливается криминал, да, и из-за этого лишается народ детей. Now this is actually fulfilled in that time that you had those young men who mocked the prophet Elisha. Ну, подобное случилось, например, вот во времена, когда молодые люди высмеивали пророка Илию. Или Remember the bear Елисея. came out and killed those boys? Да, вышла медведица и поубивала этих юнош. And he says, destroy your livestock. Again, this is an attack on the economy. Опять же говорится об истреблении скота, то есть нападки на экономику. Make you few in number. The population is actually going to be reduced because of violence. И вас уменьшит, то есть уменьшится число населения из-за криминала, из-за преступности и насилия. Your highways will be desolate. People will be afraid to go outside. Так что опустеют дороги ваши. Людям будет страшно выходить на улицу. Fourth cycle of discipline, Четвертый цикл дисциплины. verses 23 to 26. Стихи с 23 по 26. Let's read these. Давайте прочитаем. 23 по 26 прочитайте. Если после этого вы не исправитесь и останетесь мне врагами, то и я стану вам врагом, и покараю вас за ваши грехи всем раз сильнее. Мстя за расторгнутый завет, я обрушу на вас меч, а когда вы укроетесь в городах, пошлю на вас море, и вы попадете в руки врагов. Я лишу вас хлеба, и 10 женщин будут печь хлеб в одной печи. Хлеб вам будут выдавать по весу, вы будете есть, но не наедитесь. Now, notice again. Обратите, то есть из этих всех циклов дисциплины нужно было народу понять, что нельзя ослушаться Бога без последствий. So he talks here about the sword. Здесь говорится, например, о мече. God brings punishment for disobedience to his covenant, the Mosaic law. Бог, Он навел наказание за непослушание своему завету, то есть закону Моисееву. And in this case, it's going to be through military invasion. И в данном случае наказание выразилось в форме военного вторжения. But then what's going to happen is that people are going to leave their homes and flee to the large cities. Но что в итоге военного вторжения происходит? Людям приходится покидать свои дома и сбегать в большие города для убежища. This happens. Такое случается. It's happened, I guess, in every war. Я думаю, такое случается в любой большой войне. Do you know that more than 1 million Ukrainians have left eastern Ukraine in the last 2.5 years? Вы знаете, что более миллиона украинцев покинули свои дома, probably more, во время That's what I said, more than 1 million people. да, более миллиона, да, во время последних событий на востоке Украины. And also Crimea. I'm just giving the illustration Я просто иллюстрирую. that you have military activity and people become very frightened and they flee. Когда идут военные действия, люди очень сильно пугаются и они убегают. And what is typical is people will run to the large city, for there they believe that they can find refuge. И что обычно происходит, люди сбегают в большие города, потому что им кажется, что там они найдут себе убежище и укрытие. But God says, when you're gathered within your cities, I will send pestilence among you. Но Бог говорит, что когда вы укроетесь в города ваши, то пошлю я на вас язву. There's going to be disease as a result of being confined in the cities. Произойдут массовые эпидемии из-за того, что люди будут заключены в границах одного большого города. And you're not going to escape. You will be delivered into the hands of your enemies. И вы не сможете сбежать, да, и вы будете в итоге все равно преданы в руки врага. But also there's going to be rationing. Но также будет голод. When I've cut off your supply of bread. Да, я хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас. 10 women shall bake your bread in one oven. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи. Why? Почему? No fuel. Не будет топлива.
And they will bring back to you your bread by weight. И будут отдавать хлеб ваш по тому, то есть весом. What does that mean? Что это значит? Oh, well, you're going to get 100 grams. Сегодня получишь целых 100 грамм хлеба. And you will eat and not be satisfied. Вы будете есть и не будете сыты. The result, great hunger. И результат – большой голод. All right, in verse 27 through the end of the chapter, we have the fifth cycle of discipline. В стихе 27 и до конца главы мы видим последний, пятый цикл дисциплины. In verse 27, after all this, if you do not obey me, В стихе 27, если же и после этого не послушаете меня, there is a limit to God's patience. у Божьего терпения тоже есть границы. Is God long-suffering? Yes. Долготерпелив ли Бог? Конечно же. But Но understand that God gives opportunity, but then he said, that's enough. поймите, что Бог дает возможности народу, и потом Он говорит, все, достаточно. So, what we see here Что мы здесь видим? is just horrible. Yeah, horrible things. Verse 29, Стих 29. you'll eat the flesh of your sons and daughters. Будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть. Now this has happened literally. Это исполнилось буквально. This is documented that it has happened in Israel on numerous occasions. И задокументированный факт, что и такое случалось в Израиле в многочисленных случаях. They were so desperately hungry. Они настолько были голодны. So in verse 30, God says, I'm going to destroy, first of all, your false worship. И в 30 стихе Бог говорит, я разорю высоты ваши, я разрушу столбы ваши, то есть я уничтожу ваши центры ложного поклонения. What are you trusting in? На что вы полагаетесь? You're not trusting in God. Вы не доверяете Богу. But God says, I'm going to destroy the things that you are trusting in. И Бог говорит, я разрушу то, на что вы полагаетесь. Think about the plagues God brought on Egypt. Подумайте о тех казнях, которые Бог навел на Египет. All of those plagues represented God's victory over an Egyptian god. Каждая из этих казней символизировала собой Божью победу над конкретным каким-то богом Египта. And God said, your gods are weak, helpless, worthless. И что Бог хотел этим сказать? Ваши боги слабые, беспомощные, бесполезные. Your God of life can't stop death. Ваш Бог жизни не может остановить смерть. God says, you don't want to obey me? I'm going to come and destroy the things that you worship. И Бог говорит, да, в 30 стихе, если вы меня не послушаетесь, я приду и уничтожу все то, чему вы поклоняетесь. Verse 31, I will lay your cities waste, bring your sanctuaries to desolation. Стих 31. Города ваши сделаю пустынью и опустошу святилища ваши. And I will not smell the fragrance of your sweet aromas. И не буду обонять приятного благоухания жертв ваших. I said, I don't care what you do to worship now. Too late. И Бог говорит, мне уже все равно, что вы там сейчас делаете, чтобы мне поклоняться. Уже слишком поздно. See, a lot of times in difficulties, then people want to get religious. И очень часто в какие-то трудные моменты жизни люди бросаются в религию. And I remember just a few years ago when there was a great influx of people into our churches. Я помню, буквально несколько лет назад большой наплыв людей случился в нашей церкви. People coming to worship.
Люди people приходили coming to pray. на поклонение, люди приходили помолиться. They were not serious. Это не было для них чем-то очень серьезным. They're not there today. Их с нами больше нет сегодня. God is saying, okay, the time comes, I'm going to bring judgment on you, and you're going to come to worship, and I'm not going to pay any attention. И Бог говорит, что вот придут бедствия в вашу жизнь, и вы побежите поклоняться мне, а я уже не буду обращать на это никакого внимания. Verse 32. Стих 32. Read that. Читайте, пожалуйста. Пустошу землю вашу, так что изумятся они враги ваши, поселившиеся на ней. He's going to destroy the nation, and things are going to be so bad that even their enemies are going to be shocked. То есть Бог уничтожит землю и опустошит так сильно, что даже враги Израиля, они будут в шоке. And then verse 33. И далее стих 33. А вас порозпорошую поміж народів, і вийму за вами меча, і стане край вас спустошення, а міста ваші будуть руїною. There it is. И вот The cycle of discipline, пятый цикл дисциплины. destruction of the nation. Уничтожение нации. I will scatter you among the nations. Именно как нация, как государственное образование. Я рассею вас между народами. Now this is parallel with Deuteronomy chapter 28. И эти отрывки, они параллельны написанному во Второзаконии So 28. make note Поэтому сделайте себе пометку. in your notes or in your Bible. В вашей Библии или в вашей конспекте. Второзаконие. 28. Deuteronomy chapter 28. Второзаконие 28. So let's turn over to Deuteronomy 28. Давайте откроем Второзаконие 28. Now, in verse 45, he called these things curses. И в 45 стихе Бог называет все вот эти вещи проклятиями. If you go down to verse 58, if you don't observe all the words of this law carefully, verse 58. Да, и стих 58 говорит, что если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, не будешь бояться всего славного и страшного имени Господа Бога твоего, then the Lord will bring upon you these curses. то Господь поразит тебя вот всеми этими проклятиями. Verse 63. Стих 63. Someone read. Прочитайте кто-то. І станеться, як Господь радів був вами, коли робив вам добро, і коли розмножив вас, так буде радіти Господь вами, коли ви гублятиме вас, та коли винищуватиме вас, і ви будете вирвані з над цієї землі, куди ти входиш посісти її. All right. It says God is going to cause you to be plucked off the land. То есть здесь сказано, что Бог извергнет вас из этой земли. Verse 64, the Lord will scatter you among all peoples from one end of the earth to the other. Стих 64. Рассеет тебя Господь по всем народам от края земли до края земли. Verse 65, among those nations you shall find no rest. Стих 65. Но и между этими народами не успокоишься. He says the Lord will give you a trembling heart, failing eyes, anguish of soul. Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей, изнывание души. Your life will hang in doubt before you. You'll be afraid day and night, have no assurance of life. Жизнь твоя будет висеть пред тобой, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. Is that horrible? Разве это не ужасно? Yes. Да, это ужасно. Now, as you read the history of Israel, И когда вы читаете историю Израиля, you should keep in mind these 5 cycles of discipline. вам нужно помнить об этих 5 циклах дисциплины. What happens to Israel is exactly
what God promised to them. Что случалось с Израилем, было прямым исполнением божественного обещания. You obey, I bless you. Вы повинуетесь мне, я благословлю вас. You disobey, I curse you. Вы не повинуетесь мне, я прокляну вас. Now God has said, I'm going to pluck you off the land. I'm going to scatter you all over the world. И Бог сказал, я выгоню вас из земли и рассею вас по всему миру. Well, wait. Бог, подожди. You promised us this land is a possession forever. Ты же пообещал нам, что эта земля будет нашим владением навечно. What about that? А что насчет этого? God said, okay. Бог сказал, да, хорошо. Chapter 29, Глава 29. we have another covenant. This is the land covenant. Мы видим еще один завет. Это завет о земле, о котором мы уже говорили. These are the words of the covenant which the Lord commanded Moses to make with the children of Israel in the land of Moab, in addition to the covenant that he made with them in Horeb. Слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить сынам Израилевыми в земле Моавитской, кроме завета, который Господь поставил с ними на Хариве. What is Horeb? Что такое Харив? Что такое Харив? Гора. Mountain какая? Как еще мы ее называем? It's where Mount Sinai is. Да. It's where they got the law. Хариф — это место, где находится гора Синай. Это место, где они получили закон. You see, what's happened here is this is almost 40 years later. То есть вот эти слова в Второзаконие 29 пишутся уже 40 лет спустя. God gave them the law at Sinai. Бог дал им закон на Синае, на Хариве. But then they had their time in the desert. Но у них было время передохнуть и подумать в пустыне, 40 лет. And now they are in Moab, which is on the east side of the Jordan River. Но теперь они уже в Моаве, это восточный берег реки Иордан. And God is going to make another covenant with Israel. И Бог, Он собирается еще один завет заключить с Израилем. And this covenant И вот этот завет promises обещает, that Israel will inherit the land. что Израиль наследует эту землю. It will be their inheritance. И эта земля станет их наследием. Even though God may scatter them all over the earth for disobedience, Даже несмотря на то, что Господь может рассеять их по земле за непослушание. but God will ultimately keep His word. Но Бог в конечном счете исполнит свое слово. Chapter 30 promises that God will regather His people Но глава 30 обещает, что Бог соберет снова свой народ and fulfill the covenant promises. и исполнит обетование, данное в этом завете. All right, it shall come to pass when all these things come upon you, the blessing and the curse. Первый стих. Когда придут на тебя все слова сии, благословение и проклятие, которые изложил я тебе. You call them to mind among all the nations where the Lord your God drives you. И примешь их к сердцу своему среди всех народов, которых рассеет тебя And you Господь. return to the Lord your God and obey His voice. И обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его. Verse 3, the Lord your God will bring you back from captivity. Стих 3. Тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобой. In verse 5, then the Lord your God will bring you to the land which your fathers possessed, Стих and 5. you shall possess it. И приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, получишь ее во владение. He will prosper you, multiply you more than your fathers, И облагодетельствует тебя и размножит тебя более отцов твоих. and the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your descendants. И обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомства твоего. What does that mean? Что это значит? Talking about spiritual salvation. Говорится здесь о духовном спасении. In verse 7, the Lord your God will put all these curses on your enemies, Стих 7. Господь Бог твой тогда все проклятия сие обратит на врагов твоих and on those who hate you, who persecuted и you. ненавидящих тебя, которые гнали тебя.
This is why we must bless the Jews today. По этой причине нам нужно благословлять евреев и израильский народ сегодня. You hate Israel, God's going to bring these curses on you. Если вы ненавидите Израиль, то Бог в конечном счете наведет эти проклятия на вас. So God says, if you obey, blessing. If you disobey, cursing. Итак, Бог говорит, если вы повинуетесь мне, слушаетесь меня, то будет благословение. Если не повинуетесь, будет So проклятие. down in verse 19, И вот стих 19. someone read. Прочитайте кто-то. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Choose. Choose. Избери, выбери. Well, you say, well, what kind of a choice is this? Но вы спросите, какого рода выбор здесь? Who would choose death? Кто бы избрал вообще смерть? Who would choose cursing? Будучи в здравом уме, кто изберет проклятие? Most people. Большинство людей. See, I would rather choose my own way and suffer God's cursing Большинство людей говорят, я лучше выберу свой путь и попаду под Божье проклятие, than to live God's way and have His blessing. чем буду жить Божьим путем и испытывать Его благословение. Who would choose death? Кто вообще может избрать смерть? Almost everyone you know. Практически все, кого вы знаете. Такой ответ. Да и мы в свое время тоже. And we also in some part of our lives. Yeah, what did Paul say to Titus? То, что Павел говорит Титу, We ourselves were once foolish, что и мы некогда были несмысленны, disobedient and deceived, непослушные и обмануты, serving various lusts and pleasures, и служили различным удовольствиям и похотям. living in malice and envy, Жили в злобе и зависти. hateful and hating one another. Были гнусны и ненавидели друг друга. God says, I will discipline those who are disobedient. Говорит ли Бог, что Он дисциплинирует непослушных? Understand, what we're talking about here actually is national То disobedience. есть то, о чем мы здесь говорим, это национальное непослушание. Национальное отсутствие. На уровне народа. God has not promised to restore us to a land И Бог не обещал восстановить нас так, что мы вернемся в какую-то там землю. We don't have such a covenant given to the church. Такого завета не было дано церкви. But certainly the principle of blessing and cursing does apply. Но, конечно же, в общем принцип благословения и проклятия применим. Even we have the choice of life or death. И даже выбор между жизнью и смертью перед нами все равно стоит. We do have that choice. У нас есть этот выбор. So Paul says, if you live according to the flesh, you'll die. И Павел сказал, что если вы живете по плоти, то умрете. God's going to put a curse on you. То есть Бог наведет на вас проклятие. Not talking about loss of salvation, Здесь не but it's говорится certainly talking about О потере спасения, но однозначно говорится о loss of blessing in this life. потере благословения в этой жизни. Now there are some people who believe that Нет. nations go through these fifth cycles. I think this is given to Israel. Ну, есть люди, которые верят, что и другие народы проходят по тем же циклам дисциплины. Я думаю, что это было дано только Израилю. And I don't think that we can legitimately apply that to our nation. И я не думаю, что мы можем, так сказать, с чистой совестью на законных основаниях применить сказанное здесь к нашему народу. Okay, but will God judge us in time if we are disobedient? Но будет ли Бог судить нас в земной жизни, если мы не послушны Ему? Of course. Конечно. For example, in 1 Corinthians chapter 10, Например, 1 Коринфянам 10 говорит нам об этом. he said, don't complain, Где говорится, что не ропщите, as some of them complained and were destroyed by the destroyer. как они роптали в свое время, да, 10 глава, 10 стих, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. There were people complaining, I don't like manna.
Были люди, которые роптали, не нравится I мне don't like такое. what God gave to me. Не нравится мне то, что мне Бог дал. God says, fine, I'll just send poison snakes to bite you. Бог сказал, хорошо, я на вас змей ядовитых нашлю. In verse 11, these things happened to them as examples, Стих 11. Все это происходило с ними как образы или как примеры. and they were written for our admonition. А описано в наставление нам. 10:11. Да, 10 So, yes, глава 11. 10. we can say this is an example. Поэтому да, мы можем сказать, что это пример для нас. But it doesn't say what happened to them will happen to us. Но нельзя сказать, что то, что случилось с ними, обязательно также случится и с нами. But certainly there are the principles. Но, очевидно, какие-то общие принципы есть.